Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы по-прежнему находимся на Филиппинах, в Эль-Нидо, и сегодня отправляемся в тур A. Насладимся потрясающими лагунами и живописными пляжами. Доехали мы до причала. Сейчас, видимо, будем ждать оставшуюся нашу группу. Проходим мимо магазинчиков. Возможно, купим, наконец-то, сейчас здесь резиновые тапочки. Либо опять возьмем их в аренду. Так же, как делали это вчера, когда у нас был тур C. Кстати, если не смотрели, переходите, смотрите тур C. Посмотрим, чем он отличается от тура A, который будет сегодня. В общем, взяли мы опять в аренду резиновые тапочки, потому что мы заранее не приобрели. Здесь уже купить тоже опять не получается. Вот, поэтому наша экскурсия начинается одинаково. Сейчас вот там вдали собралась наша группа уже. Она примерно наполовину состоит из тех же самых людей, которые были с нами вчера в туре. Сегодняшний тур A у нас начинается с поездки на каяке, как вы видите. Это для того, чтобы добраться до лодки, которая пришвартована чуть поодаль. И чтобы не идти вот так вот пешком, нам любезно предоставили каяк, на котором можно добраться вплавь. Но многие люди вот так добираются пешком, просто по воде. Достаточно глубоко здесь. Ну а мы с Томочкой в комфорте. Да, Том? Да, я просто не понимаю, почему как короли, а другие ползут, если честно. Наверное, потому что наша лодка дальше. Ну да, кстати, наша лодка и правда дальше. Вот сейчас мы проплываем уже одну лодку, на которой люди идут пешком и садятся, а наша лодка где-то еще впереди. Поэтому даже преимущество иметь лодку подальше, чтобы на каяке добраться. Немножко неуклюже, но все же я наконец-таки на борту нашего судна. Ждем остальную группу, потому что мы здесь первые, получается, никого нет. Приехали, вот. Теперь еще минут 15, наверное, ждать всех остальных. Можем забирать колу. Да. Вода подготовлена. Но теперь мы уже ориентируемся, мы все знаем. У нас будет ланч, который будет включена. Это и вода, и кола. Вот. И, кстати, ланч вчера был неплохой. Посмотрим, какой будет сегодня. Вот. Но мы можем выбирать места. Нужно угадать, с какой стороны будет солнечно, с какой нет еще. Вот. Тут как бы еще вопрос. Я считаю, что вот с этой будет менее солнечно, судя по вчерашнему. Небольшая подготовка. Подготовка перед туром обязательно. Примерно полчаса еще мы подождали нашу всю группу, пока все соберутся. И в 9:30 уже отправляемся в путь. Опять нас встречает гид, который был у нас вчера. Очень приятный парень. Вот и он. Наша первая точка на сегодня — это пляж, который называется Seven Commandos. Неспроста он так называется. По легенде говорят, что здесь во время Второй мировой войны укрылись 7 японских командос. Вот. Сам пляж длинный, песчаный, имеет множество пальм. В общем, здесь мы проведем примерно полчаса, покупаемся. Здесь также есть снорклинг, но чуть подальше, и он не такой, как бы, скажем так, прекрасный, как у нас, во-первых, сегодня еще будет. Поэтому мы не брали сейчас трубки, маски, поэтому немножко просто отдохнем на этом пляже, хотя мы еще не успели устать. Ну, видимо, неспроста этот пляж называется Seven Commandos. У меня дрон, конечно, обычный, не какой-то там военный, но случилась тоже такая непредвиденная ситуация. Почему-то дрон решил приземлиться мне прямо на лицо. Вот поэтому, видите, небольшой у меня теперь. Ну, в общем, чуть-чуть совсем меня задело. Вот, но выглядело это эффектно. Особенно это было все на моих глазах, потому что я сидела рядом, ждала, когда меня Кирилл фотографирует. И тут дрон приземляется и летит прямо в лицо Кирилла. Я думала, все, человек просто без глаза. Да, я его на руку ловлю, но он почему-то решил потом просто на полной скорости поехать в меня. Бум. Никакие датчики, ничего не сработало, странно все это. Вот. Ну да ладно, друзья, все равно я уже после этого и искупался. Пляж на самом деле потрясающий, песочек очень мягкий. Поэтому сейчас Томочке дадим камеру, она еще немного прогуляется. Я на самом деле даже не пошла купаться, потому что после увиденного я испытала такой стресс, что такая, думаю, ладно. Это купание пропущу, хотя купающихся очень много. Сказали по поводу снорклинга, что он здесь так себе, как бы, поэтому даже не стала брать маски с лодки.
Все это вот так выглядит красиво. А вот и название пляжа. Сейчас я покажу вам его. Здесь рядом делают песчаную скульптуру. Сейчас пойду посмотрю, как это происходит. Балаван. В основном все купаются здесь, но можно пройти дальше, и там уже будет поменьше людей, но там говорят, что есть уже какие-то камушки. Я хочу дойти до конца, посмотреть, как там. Кстати, очень многие, наоборот, заканчивают экскурсии этим пляжем. Мы почему-то с него начали. Ну, может, потому что он прямо очень близко располагается к Эль-Нидо. В конце пляжа Seven Commandos располагаются небольшие резорты. А здесь есть еще и кафешка очень красивая, с уютными лежаками. Так, я буду возвращаться, посмотрю, как там Кирилл. Это, конечно, выглядит... Это все немножко жутковато. И вообще непонятно, почему так сработал дрон. Ну вот я сейчас шла и переосмыслила, может быть, он случайно на пульте нажал как-то, ну, не знаю, на экран, а он же сенсорный. В общем, странная ситуация. Вчера у нас немножко попала в дрон соленая вода, а мы дрон купили буквально недавно. Сегодня дрон сбил Кирилла. В общем, какие-то у нас приключения с новым дроном. Пришло время немножко искупаться. Водичка прекрасная, прозрачная, лазурная. Ну и теплая для меня. Для Тома, конечно, как всегда, наверное, прохладная. Ты говоришь, прохладная. Да, но на самом деле она теплая. Ай, сегодня еще ветерок дует. Раз, два, три. Оп. Нет, класс. Пляж популярный, на самом деле он находится недалеко от Эль-Нидо, вот здесь, то есть сюда как-то даже своими силами люди добираются, в общем. Но здесь искупаться просто великолепно. А чуть дальше, если заплыть, то можно и поснорклить. Ну, вообще по атмосфере похож, конечно, на Пхекхи, на всякие там острова, на Краби. Да. Вот прямо по природе, по морю, по цвету, вот этому лазурному очень похоже. Но очень круто, очень здорово. Вот так Кирилл пройдет оставшуюся часть экскурсии вместе со льдом. Будем надеяться, что отека у него не будет. Да. Все, отплыли уже от пляжа Командос. Военный пляж оказался для меня тоже с последствиями. Вторая точка, к которой мы приплыли, называется Big Lagoon. И вход в эту большую лагуну только на каяках. Поэтому сейчас мы будем грузиться в каяки и заплывать, скажем так, сквозь скалы в эту лагуну. Также мы заплатили еще 300 песо за двоих. Это за каяки, за то, чтобы иметь возможность на них плавать туда-обратно. Вот. Сейчас будем грузиться на каяки, покажем вам весь этот маршрут интересный и саму лагуну, конечно же. Еще несколько лет назад я поняла, что грести на каяке это вообще не мое, поэтому у нас сегодня капитан, побитый Кирилл. Да, одноглазый Джо. Здесь совершенно не глубоко, можно до конца не плыть, остановиться и сделать красивые фотографии на каяке. Кулаки на Волге называется, да, картина? Сейчас мы находимся внутри большой лагуны. Здесь уже зона стала где поглубже, и можно поплавать ее, посмотреть. В общем, решили присоединиться к нашей команде и стать частью единой. Нас соединяет сейчас змейку, мы будем плыть один каяк за другим. Все, мы снова на нашей лодке. Сейчас отправляемся на третью точку. Там у нас будет еще ланч. Сама лагуна нам, в принципе, понравилась. Очень красиво, живописно. Прокатиться можно по лагуне, можно там покупаться, пофотографироваться. В общем, как тебе? Мне очень понравилась. Она такая живописная, не похожа ни на что на другое. Такая неординарная. Да, нет, место классное. Буквально 10-15 минут мы приплыли на нашу третью точку. Это Шимицу Айленд, остров Шимицу. Говорят, он здесь прекрасен не только своими пляжами, но и снорклингом. Поэтому Томочку сейчас, наверное, отправим смотреть подводный мир. А также у нас будет ланч прямо на нашей лодке. Вот сейчас вот мастерят здесь стол. И мы будем здесь кушать. Но я не уверен, что мы будем высаживаться на этот остров. Хотя, говорят, пляж тут красивый, но вроде как мы не планируем.
Не знаю, с чем это связано, то ли с большим течением, как сказал гид, то ли с тем, что мы немножко по времени не успеваем. Может быть, на этом острове действительно хороший снорклинг, но не конкретно в этом месте. Плавать несколько рыбок, маленькие рыбки, ну такое себе. Кстати, тапки здесь как раз таки не нужны, потому что можно безопасно плавать. А также нам приготовили ланч, и сегодня он еще лучше, чем вчера, потому что... Давайте я вам расскажу почему. Во-первых, так, здесь либо свининка, да, это свинина, это какой-то местный салатик, все называют его каким-то словом, но я забыл, что это. Здесь фруктики у нас, фрукты, овощи, рыбка, любимая рыбка Тома, это тунец, туна и креветочки. Креветочки сегодня, и вот еще какие-то ракушечки. Вот нам объяснили немножко, это филиппинский салат, а это филиппинское блюдо тоже, из овощей, из картошечки различных. Еще у филиппинцев есть какая-то традиция интересная, все время фотографироваться с едой. То есть вот у нас сейчас ланч, и все вот фотографируемся на разные телефоны. Они постоянно везде фотографируют, они в целом любят. Ну, с едой, видимо, особенно. Второй день подряд у нас ланч, и перед ланчем у нас большая фотосессия. Вот еще один фотоаппарат отдали, ну, в общем, фотографируемся. В общем, решили мы сделать по-хитрому. Здесь количество тарелок, ну, в общем, посуды и ложек, вилок ограничено. Поэтому мы решили взять одну тарелку на двоих под основные блюда и одну тарелку под фрукты с Томой. Вот. Итак, пробуем рыбку. Это тунец. Ну, нормально, даже теплый еще. Я не очень понимаю, где они здесь это все готовят. Как они это все готовят. Вот. Ну вот смотри, у них, вот даже вот на этой лодке, вот видите, вот такая штучка, как белая будка. В ней все и готовят. Ну, в общем, тунец годится. Пробуем дальше. Местный салат, да, филиппинский. Здесь очень много лука, баклажаны, томаты. Очень странно. А еще странно, потому что совсем не соленые. Слушай, ну неплохо. Сейчас я уже распробовал, даже готов еще. Они вот соевый соус себе наливают и добавляют тоже в этот салат. Да, неплохо. Здесь вот основной ингредиент баклажаны. Так, давайте идем дальше. Другое местное блюдо, это там, где овощи. Сате какой-то, да, что-то типа сате. Тоже из баклажана. Здесь картошка, что ли, да? Угу, ну, стручок небольшой. Ну, в общем, неплохо. Есть можно. Вот. Что еще из интересного? Ну, креветочки из интересного. Давайте попробуем. Изначально соус у них немножко странный, конечно, был. Не совсем понятно. Они в каком-то соусе. То есть, может быть, вначале они были на гриле, но в конце их жизнь немножко потрепала. Он такой более какой-то сладкий такой соус, густой. Но ничего. Но они не горячие, но вкусные. Вот так скажем. Сейчас щетку почищу. Пока Томчик снимает, я все это ем. Представляете, уже 2,5 минуты. Я вот смотрю, там, благо, еще 3 креветки лежат. Боюсь, они будут мои. После плотного ланча сидим теперь, отдыхаем, любуемся рыбками в воде, мочим ножки. Еще в то время, когда вы пришвартовываетесь, очень много продавцов подплывает на каяках, предлагают кокосы, пиво. Наверное, отошли мы минут на 5-10 от нашей предыдущей точки. Здесь у нас будет снорклинг. Говорят, что именно в этом месте очень хороший снорклинг. Это наша 4-я остановка, предпоследняя. И сейчас мы с Томочкой отправляемся смотреть подводный мир. Надеюсь, что-нибудь вам тоже покажем, какие-то кадры. На самом деле богатого подводного мира мы не увидели, да? В этом снорклинге. Да. Здесь можно просто смело купаться, освежиться и даже не тратить. Да, здесь глубоко, поэтому можно понырять, покупаться, действительно свое удовольствие. Но пока тур A меньше нацелен на снорклинг, нежели вчерашний тур C. Мне кажется, это тут просто такой пирамида, да? Вот особенно именно вот большая лагуна. Ну да, здесь лагуна, пляж у нас вначале был очень красивый, поэтому сейчас у нас будет еще последняя точка, 5-я точка, в которую мы и направляемся.
Так, наша последняя остановка называется Secret Lagoon, секретная лагуна. Название незамысловатое, но пляж очень красивый, который мы видим впереди. До него, правда, еще нужно будет добраться немножко вплавь. То есть надеваем опять резиновые тапочки и аккуратненько либо плывем, либо идем пешочком до берега. Там на берегу мы уже, в принципе, даже отсюда видим, есть небольшая такая в скале дырка. Вот, весьма красивая. Я думаю, туда мы тоже прогуляемся, посмотрим и запустим там дрон. Друзья, оставляем Кирилла одного с дроном. Пойду прогуляюсь дальше, посмотрю, что там есть. Очень тяжело идти, конечно же, с лодки по рифу. Даже мне было тяжело, хоть я шла быстрее других, но, блин, конечно, без тапок я вообще не понимаю, как можно пройти это расстояние. Вот здесь у нас открывается вид на черные скалы. Но уже немножко становятся похожи друг на друга, особенно когда ты уже ездишь на вторую экскурсию. Я, наверное, уже минут 10 так стою, ну, точнее, не только я, но и вся наша группа. И мы ждем, чтобы оттуда вышли люди, чтобы зайти самим. Поэтому секретный пляж не совсем секретный, как говорится. Видите, какой поток людей. Там еще не так просто, видимо, забраться туда. В секретной лагуне ушли все туристы, остались только мы с нашей группой. Немножко пофотографировались в лагуне. Водичка там теплая, чистая. Говорят, что частично она состоит из пресной воды, и что она якобы даже чистая. Вот. Но, как мы знаем, что на Филиппинах чистой пресной воды, конечно, с этим есть сложности. Вот, сейчас опять преодолеваю риф, чтобы вернуться к Кириллу на пляж. Изначально мы подумали, что секретная лагуна — это и есть тот пляж, на который нас привезли. Но в итоге оказалось, что она находится отдельно за скалами. Ну, вы увидели все это своими глазами. И вы видели эти кадры с дрона, с высоты. Очень красивые виды получаются. Возможно, даже более красивые, чем когда ты заходишь внутрь. Сейчас мы уже ждем каяк, чтобы отправиться обратно на лодку и плыть до Эль-Нидо. Приплывем мы примерно в 5 часов. Опять чуть позже, чем стандартная экскурсия, которая рассчитана с 9 до 4, но сейчас время начала 5, поэтому приплывем чуть позже. Этот тур нам понравился, тур A, он больше рассчитан на красивые виды, на пляжи, на лагуны. На то, чтобы поплавать тоже в том числе. Да, нежели чем тур C, который был вчера, который больше рассчитан, наверное, на снорклинг. Вот. В плане организации нам все нравится, потому что нам не приходится ждать, когда мы отплывем от пристани, да, от самого начала. Везде есть определенное время. Он говорит, вот 30 минут, ну где-то минут через 40, там 45 мы уплываем. Но хватает. На самом деле гид нас всегда говорит, какое есть время, и особо не подгоняет. То есть... И еще вот я хочу отметить, что даже сейчас мы находились в секретной лагуне, мы дождались, когда все выйдут, чтобы остаться там просто одной группой. Там не было миллиона людей, там была только наша группа. Да, тур A также стоит 1200 песо с человека, плюс 300 песо мы отдали за двоих за каяки. Настоятельно рекомендуем вам это агентство, с которым отправляемся в эти туры. Называется palawantravel.com. Ссылочка под видео. Сейчас мы возвращаемся на каяке обратно до лодки, а с вами увидимся уже на ужине. Ура! Топовое место, где встречают все закаты, называется Nine Sunset Lounge Beach. Это кафе такое модное, недавно открытое. И знаете, оно напоминает нам по стилю остров Пханган в Таиланде. Я влюбляюсь в это место все больше и больше. Во-первых, какой здесь красивый, сильный дизайн, какая подача, какие услужливые сотрудники. Нам принесли напитки, у меня дайкири из манго. И посмотрите, какие трубочки к напитку сделаны из бамбука.
У Кирилла напиток снова горячий из каламанси. Это такой полулимон, полуапельсин. Ты с этой трубочкой выглядишь как сигарой. Очень вкусный напиток, когда, знаете, еще немножко так, ну, чуть-чуть простыл, то очень хорошо, такой кисленький, заряд витаминов. Его подают либо холодным, либо могут сделать горячим. То есть это что-то, нечто, апельсин, мандарин, какой-то вот такой вот каламанси. Это у нас закуска, которая называется эскалопы. Вообще это ракушки с сыром, а внутри я не знаю что, но мне показалось заманчивым это блюдо. Захотелось попробовать что-то новое. Это ракушка. Очень вкусно. Ракушка в сыре. Берем салатик. Салат, огурец, зелень, манго, орехи, креветки. Чего здесь только нет. Давайте еще чуть-чуть. Еще здесь маслина. Так, сразу же возьмем еще ракушку. Кстати, называется салат шеф-салат. Ракушечку берем. И берем спрингролл. Так, у нас салатик. Креветки, орехи, огурцы, помидоры, манго. Чего здесь только нет. Давайте еще заправочку к нему добавим. Ну, здесь что-то оливковое и бальзамический уксус. Да. Так, потом у нас есть спрингроллы. Один у меня уже на тарелке. Давайте-ка его сразу макнем и попробуем. Тоже в соус. Спрингроллы с овощами. Тут морковка, огурчик, какой-то нежный салатик. То есть такая легкая закуска. Ну, а соус, он тоже чертяка, похож на ореховый. Ну и давайте тоже попробуем ракушку. Здесь у нас идет сливочно-чесночный соус. Возможно, сыр. Да, сыр еще. Ну и сам какой-то морской гад в ракушке. Может, что-то типа гребешка? Да, что-то типа гребешка, это правда. Потому что такая, знаете, как а-ля ножка такая от него. Но сама ракушка, мне кажется, это больше, ну, как бы искусственный такой элемент. Вот, смотри. Такой, не знаю, кажется, настоящий. Это искусственный элемент, который кладывается. В смысле, она настоящая. Ну да. Она, естественно, не прямо отсюда берется гребешок или что-то там подобное. Вот. Просто очень красивая ракушка. В общем, ребят, у нас какой-то затык, заказали себе супермодные блюда лакса. Думали, лакса — это основное блюдо, но... В Малайзии. Мы пробовали, да, в Малайзии, по-моему, да. Это такой местный суп, очень вкусный, который нам нравится. Но здесь это не просто суп, здесь это как бы вроде сочетание и супа, и горячего блюда, то есть основного. Поэтому давайте сейчас вместе смотреть, что из этого получится. Лапша, креветки, немного овощей. Вот такие вот хрустящие штучки. Я думаю, сюда мы накладываем пиалочку. Да, бульон очень насыщенный. А еще нас спросили перед подачей, вы как хотите, острый или очень острый, да, по-моему, что-то такое? Ну не, просто спайси или не острый, спайси, да. Просто, чтобы вы понимали, мы сказали спайси, и это очень острый. Ну, мы острую пищу любим, поэтому бульон очень насыщенный. Просто на Филиппинах до этого мы вообще не встречались чего-то острого. Это было очень необычно. Обычно как бы, просто приносят супчик, тарелочку и все. А тут подача восхитительная. Ну и вообще место такое потрясающее. Фьюжн кухня. Прям на берегу моря. Очень много европейцев. В основном сюда приходят примерно часам к 5, чтобы не пропустить великолепные закаты. Вот, ну, мы, благо, тоже успели. Пришли чуть позже, но успели посмотреть. В общем, любуемся, восхищаемся и вкусно кушаем. Суп действительно острый, обжигает горло. Даже немножко кашлять хочется, потому что еще немного болею. Кстати, в супе идет еще сыр-тоф. Ну и, конечно же, мы взяли десерт. На этот раз у нас чизкейк из манго. Ну, выглядит это весьма специфично, но очень интересно. Нарезанные кусочки свежего манго. Ну и сам чизкейк. Он отличается от обычного, потому что он очень мягкий. Нежный мусс, бисквит, желе из манго и сверху еще кусочки манго.
У нас, знаете, как заведено, заказываю я, Остался последний этап. а Кирилл ест. Но у меня на самом деле еще осталось место на десерт. У меня вот на основное блюдо места уже не осталось. Мы его не смогли даже полностью доесть. Но это просто нежнятина сотого уровня. Идет еще какой-то слоеный, ну не знаю как правильно, да? Вот Это бисквит. Бисквит, да? Но он такой бисквит, как бы Рассыпчатый. рассыпчатый бисквит, все верно. Идет потом много-много желе из манго, потом само манго, то есть кубиками порезанное. Ну плюс еще мята, цветочек, который тоже, кстати, съедобный. Я думаю, этот десерт мы точно сможем доесть. Вообще, я считаю, что это место надо прям вот реально посетить в Эль-Нидо, потому что здесь не только вкусная кухня и необычная, да, а еще и такие красивые закаты. И закат красивый, подача великолепная. Еще при входе вы снимаете обувь, проходите сюда в носочках, ну, либо босиком. То есть здесь прям такая атмосфера, просто великолепие, просто великолепие. Оставим обязательно ссылку на это место в описании под этим видео. Будете здесь, заходите. Можете еще сказать, что вы от Big Trip Vlog, потому что ребята узнали, что мы блогеры, потому что мы снимаем всю еду тоже. Поэтому они будут рады, что если вы здесь будете, передавайте привет. Все, друзья, мы справились с десертом. Очень вкусно все в этом кафе. Крайне его вам рекомендуем. Да, на самом деле даже можно было заказать чуточку поменьше, но мы, как обычно, разошлись. И в этот раз у нас вышло немного дороже. Наш ужин составил 3000 песо. Да, около, даже чуть-чуть больше. Вот. А вы, друзья, если еще не устали от путешествий, не устали от вкусной еды, то обязательно ставьте лайки этому видео. Задавайте нам любые вопросы про Филиппины и не только. Все, еще увидимся на Эль-Нидо. Всем пока! Всем пока!